поисках настоящих поморов мы отправляемся в одно из самых удаленных сел Архангельской области – Долгощелье. Это 400 километров. Добраться до туда летом можно или на машине, или на таком самолете Ан-2. В отдаленные деревни Архангельской области самолеты летают нечасто, всего раз в неделю. Здесь, в Поморье, это практически маршрутка. 12 мест и все заняты. Классика. Скоро часть из них найдут, а мы полетим дальше. Из окна во время полета открываются сумасшедшие виды. Реки, озера, бескрайние леса. Мягкая посадка. Относительно мягкая. При условии, что садимся в поле, это мягкая посадка. Местных жителей издревле называют поморами, то есть теми, кто живет по морю, вдоль берегов Баренцева и Белого морей. Разумеется, большая часть населения здесь занимается рыбной ловлей. Культура и традиции поморов живут и сегодня. До сих пор есть люди, которые ходят на промысел в открытое море на самодельных лодках. Мы идем к самому старейшему помору, который живет здесь. Это Федор Михайлович, и ему 90 лет. Всю жизнь Федор Михайлович прожил здесь, в Долгощелье. Он настоящий помор. Родители, деды и прадеды вот тоже отсюда. Но только что не знаю, с каких поколений там, ну, в общем, годов-то 200-300, наверное, есть уже им тут, наших-то. Сколько наших вот помнят тут. По родительским рассказам, так. Поморы, да. Поморы ходили. Раньше в Норвегию тут, на карбасах, на парусах. Раньше моторов ведь не было этих. Теперь это техники. Сел, поехал на любой. Раньше все это либо на веселках, либо на парусках. И вон, а там до Норвегии, на Кане ходили везде. Промышляли, рыбу тоже ловили. Треску ловили, удили. Там раньше маленькие, небольшие были, так они ловили этими ярусами, да, разные, вот этими нападев. В основном-то. Слушать его рассказы – одно удовольствие. Федор Михайлович отлично разбирается в морском деле, в рыбной ловле, в охоте. Он может часами травить байки, и у него прекрасное чувство юмора. Стреляют. Крепко, наверное, будет гроза. Что-то крепко рвет. Несмотря на почтенный возраст, Федор Михайлович до сих пор ведет хозяйство. Помогают дети, жалуются, что здоровье уже не позволяет выйти в море, а оно очень тянет. Старый карбас, лежащий на Угоре, теперь лишь напоминание о мореходном прошлом. Первое название нашего города, известное нам упоминание 1545 года, в жалованной грамоте Ивана Васильевича. С историей Поморья можно познакомиться в краеведческом музее города Мизень. Это следующая точка нашего путешествия. Экспозиция рассказывает про развитие русского севера и жизнь поморов. Традиционным ремеслам местных жителей здесь посвящен отдельный павильон. Здесь установлен самый настоящий карбас. А еще в деталях расскажут и что такое кокора, и зачем нужен кибас. Кстати, до недавних времен в этих местах падали регулярно ступени от ракет, которые запускались с Плесецка. Космодром находится неподалеку, здесь, в Архангельской области, только южнее. Из этих ступеней, разумеется, местные делали лодки. Вот одна из них лежит просто вот как в огороде, как сорняк. В крапиве ступень от ракеты. Ничего необычного, просто ступень от ракеты.
В Поморье до сих пор существует интересная традиция называть жителей деревень прозвищами. Например, в Дорогорском живут совы, в Лампожне – кибасники, в Заозерье – кислые камбалы. Считается, что после промыслов они на сутки оставляли рыбу в лодках, и она была такая с душком. В Мизене – кофейники, потому что благодаря торговле со скандинавами они давно любили и пили этот напиток. Безобидные прозвища не какая-то сказочка из прошлого, они до сих пор используются в речи, хотя безобидные они отчасти, например, жителей деревни Койда называют немного нецензурным словом. Говорят, оленя варили там от мяса, то вот это все. Так вот это хозяйство то сварили ему съели. Поморские деревни расположены довольно кучно, но каждая имеет свою фишку, поэтому в поездке обязательно нужно посетить хотя бы несколько поселений. Из города Мизень мы направляемся дальше, на юг. Судя по рейтингам, мы приехали в одну из самых красивейших деревень России – Кимжи. Посмотрите, такое ощущение, что это какие-то декорации к историческому фильму. На самом деле, все эти дома настоящие, и им больше 100 лет. Вообще здесь 71 исторический памятник, при этом живет около 70 человек. То есть, по сути, получается, на одного человека приходится один памятник. Но где такое еще может быть? Поморье. Главное украшение деревни – деревянная церковь, уникальный образец деревянного зодчества, и ей больше 300 лет. А еще здесь находятся самые северные мельницы в мире – 2 столбовки на Реже. В старинных избах Кимжи воссоздан быт поморских семей 18-19 века. Здесь все по-настоящему, и до всего можно дотронуться руками, как будто мы перенеслись на пару столетий назад. Такая изба называется шестистенок, потому что вот 4 основные несущие стены и вот еще 2. То есть, по сути, это 2 избы, у которых одна общая поветь. Поветь – это такие хозяйственные помещения, где хранились рыболовные снасти, лодки, санки, ну и все, что нужно, чтобы жить. Сейчас у меня будет традиционный поморский ужин. Как правило, он подается в такой вот латке. Это глиняная сковорода, в ней обычно что-то рыбное, в данный момент треска, по-моему, замешанная с картошкой и сметаной. Такие вот шаньги с морожкой, главной северной ягодой. И салат, по-моему, это винегрет, только без свеклы. Вкусно. И, наверное, главное, калорийно. Поморы – удивительный народ. Их стойкость и трудолюбие не знают границ. Ну, только так можно было покорить суровые северные моря. Но в то же время они гостеприимны и открыты. Сюда хочется вернуться снова, чтобы еще раз увидеть хотя бы такие закаты.